Привет, друзья! Всем привет! С вами снова Макс. И с вами снова Юля. И сегодня мы хотим ответить на ваши вопросы, которые вы присылали и на которые можно ответить в формате блиц-опроса, да, то есть на которые можно ответить быстро. Мы ответим, конечно, не на все вопросы. В будущих видео мы будем отвечать на другие ваши вопросы. Но сегодня мы начнем вот с тех вопросов, на которые сразу быстро можно ответить в течение минуты. Ну, давай попробуем. Вот, Юля, какие у нас вопросы есть? Что нам писали наши уважаемые слушатели и зрители? Ну, давайте начнем вот с этого комментария. Я сразу все буду переводить на русский. Макс, нас спрашивают про любимые приложения для телефона и почему. Любимое приложение для телефона? Ну, может быть, наиболее часто используемое. Любимое приложение для телефона, но, наверное, самое часто используемое это Gmail, почта, но это скучно. Поэтому я не буду говорить Gmail, Google Chrome и так далее. Самое приложение для телефона. Может, какие-то игры или, не знаю, приложения для медитаций. Нет. Фитнес-приложения. Нет. Я против этой хрени. Вот это вот, чтобы помедитировать, мне нужно приложение. Чтобы приготовить обед, мне нужно приложение. Чтобы сходить в туалет и правильно все сделать, мне тоже нужно приложение. Это вообще, это просто дно. В общем, окей, так давай я посмотрю. Вот я открою телефон. Хорошо, наверное, это Google переводчик, Google Translate. Я думаю, что... Ты с китайского переводишь? Я часто перевожу английский, русский, русский, английский, китайский, английский, английский, китайский, русский, китайский, китайский, английский. Вот 3 языка. Очень часто приходится что-то переводить, смотреть, использовать как словарь. А ты? Да, я вот тоже подумала, что у меня сейчас нет никаких там таймеров, фитнес-приложений. Это все было на карантине, когда мы сидели. Но наиболее часто используемое это Apple Music. Я постоянно слушаю музыку с телефона. У меня Spotify точно так же тоже популярная. Ну и навигатор, наверное. Да, навигатор для путешествий, да. Карты всякие. Еще вопрос. Где вы покупаете онлайн? Шоппинг онлайн. Шоппинг онлайн. Хороший вопрос. Давай сначала я начну. Ну, я в последнее время заказываю все на сайте ozon.ru. Мне нравится. Я вообще раньше не очень любил онлайн-шоппинг, но в последнее время я как-то заценил онлайн-шоппинг. Это удобно, это классно, тем более, если ты живешь не в городе, ты заказываешь все и забираешь из пункта выдачи. Поэтому да, 90% я все заказываю на ozon.ru. Удобный сайт, аналог американского Амазона. А ты? Я наиболее часто сейчас использую сайт Wildberries. Я раньше тоже не любила покупать вещи онлайн, особенно одежду, но 2020 год все изменил. Да. И с тех пор я активно там заказываю, в целом все всегда нормально. Прикольно. Да, пандемия, она, конечно, изменила. Так. Вот смотри, вопрос про воспоминания о любимых учителях. Был ли у тебя любимый учитель в школе, может быть, в университете или потом на каких-нибудь курсах? Давай ты ответишь первое. Хорошо, да, у меня была любимая учительница в школе. Она преподавала нам английский язык. И исключительно благодаря этому человеку я выучила английский и получила возможность потом поехать в Америку, в Китай, там, не знаю, в Эквадор. Ей было 72 года. Она жила очень далеко от нашей школы, потому что она переехала к внукам. И каждый день 2 часа в одну сторону она ездила на работу. Она брала только англоязычные учебники, при том, что школа, конечно, рекомендовала другие. Говорила, что нет-нет, мы вот поэтому учиться не будем. Она была очень строгой, очень требовательной. Такой прям. Да, я к ней еще потом ходила на дополнительные занятия. И, благодаря этой требовательности и строгости, и тому, что она была профессионалом с большой буквы, я смогла выучить английский. Классно. Я вспомнил, да. Это не школьный учитель. Человека
которого я могу назвать своим учителем, который мне как-то значительно в жизни помог, это AJ Hawk. AJ Hawk, автор Effortless English системы, и это мне помогло тоже выучить английский, и открыло для меня Китай, все другие страны и вообще все путешествия. Это также повлияло на меня. Я понял, что оказывается, язык можно изучать по-другому. И после этого я начал читать и вот Стивена Крашена, и познакомился со Стивом Кауфманом, и вот все эти прекрасные люди и методы для меня открылись. Это было супер. Классно. Да, давай следующий вопрос. Но школьных учителей, спасибо им всем, но я не могу кого-то выделить, потому что для меня в то время все было мукой, пыткой, тюрьмой, и как угодно. Я ненавидел все и всех учителей до университета. Хорошо. Давай тогда дальше. Следующий вопрос. Это все один и тот же комментарий. Спасибо большое человеку, который нам оставил столько тем. Предпочитаемая еда и почему? Предпочитаемая еда. Ну, блин, это большой очень топик, но у меня, я так скажу, есть стремление у меня к двум вещам. Первое — это азиатская еда, особенно китайская кухня, но это бомба, мне очень нравится. Очень многие русские люди не могут есть китайскую еду или не любят. Слишком острая, слишком сладкая, слишком жареная, слишком жирная, еще что-то. Я абсолютный фанат. В Китае я ни разу не скучал по русской еде. Я тоже. Но очень многие скучают. И вторая моя тяга. Это меня тянет к относительно простой такой и вот вкусной, полезной еде. Например, как мы с тобой, да, там, ты поймал рыбу, там, пожарил ее или запек, овощи порезал, не знаю, какой-нибудь хороший хлеб или что-то еще. И вот такая простая еда, совсем простая, но вкусная. Да. Вот, наверное, это то, что я могу. Конкретных блюд называть, нет смысла. А ты? Как можно не назвать плов? Ладно, окей. Да, плов. Согласен. Плов узбекский. Плов, все. Это отвал башки. Снова это слово. Да, я не любила китайскую кухню до того, как я не пожила в Китае. А теперь я очень люблю китайскую еду и вообще острую еду. И в целом я не любила плов, пока мы не съездили в Узбекистан. Слушай, давай быстро. Одно блюдо ты русской кухни, одно блюдо я, которое ты любишь. Ты сырники, да? Русской кухни? Да. Сырники, да. Да, сырники. Хорошо. Я, наверное, недолго думая, борщ, блины. Я люблю это. Давай дальше. Еще русской кухни? Нет, следующий вопрос. Это я уже думаю, господи, что еще я ем. Так, вопрос для меня. Что Джулия думает про бороду Макса? И что Макс думает про то, когда Юлю называют Джулией? Вообще мне нравится борода. Он один раз ее сбрил на моей памяти, вот с бородой лучше. Да? На мой вкус. Ну ладно. Мне тоже, я нравлюсь больше с бородой. Так что там про Джулию? Нет, на самом деле классно, мне нравится твое интернациональное имя. Дело в том, что с моим именем нельзя что-то сделать. По-русски Макс, по-английски Макс, по-китайски Макс. Все, никак. А тут Юля, Джулия, не знаю, Хулия, да, даже. Да. Это так на самом деле будет по-испански. Да. Хулия. Да, первый звук будет читаться как Х. Меня так называли мои испаноязычные коллеги. Для русского... Нет, в этом ничего нет плохого, но просто это сочетание хулия, немножко в русском языке звучит немножко смешно, немножко неоднозначно. Ладно, поехали. Хорошо, так, сейчас я следующий вопрос открываю, это уже другой комментарий. Традиции в России или там, где вы живете? Мы в России сейчас живем. Какие-то есть? Традиции. Это большой, конечно, очень топик. Я предлагаю выбрать что-то, может быть, одно, какой-то традиции. Просто традиции у меня всегда возникает небольшая такая двоякость. Потому что есть традиции древние, старые, а есть традиции типа салата оливье. Так скажем, новые традиции, да? Да. Советские традиции, скажем так. Поэтому
Я не очень люблю советские традиции. Салат оливье для меня это не... Ну, если салат оливье это традиция, то мне очень грустно за русские традиции. Потому что, камон, что это? Традиция... Мне вот, хорошо, вспомнилось встречать хлебом с солью. Это какая-то прикольная традиция, мне кажется. И сейчас иногда это используется, когда президент прилетает, не знаю, в Якутию, ладно, в Якутию нет, в какой-нибудь регион такой с российской культурой, не знаю, в Псковскую область, например. И президента, или какого-то большого человека могут встретить с хлебом и солью. Это как-то вот эта традиция хлеба в России, она классная. Хлеб, он всегда был довольно-таки такой вкусный, это всегда было полноценное блюдо, полноценная еда. Это не то, что вот это вот такой вот хлеб, который ты берешь и вот так... А это хлеб, который ты съел кусок хлеба, и там и белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, все есть. Ого. Ты? По поводу традиций. Да. Ты упомянул оливье, да. Но мне нравится вообще традиция Нового года, отмечание Нового года. Понятно, что сейчас по-разному все отмечают, но вот воспоминания из детства, это действительно, не знаю, приехали родственники, вы готовите, пусть даже тот же оливье. Да, но вместе, да? Вместе под какие-то старые советские фильмы, которые крутят по телевизору. Я не люблю советские фильмы. Я не могу их смотреть в другое время, кроме как на Новый год. Но вот сам праздник Нового года, все вот эти вот маленькие традиции, там кино, новогодняя музыка, новогодний стол, ждать куранты, да, когда в 12 часов ночи будут бить часы. Вот для меня в этом есть какое-то очарование, которое я ощутила, когда несколько лет подряд отмечала Новый год за границей. Мы в Китае с подругами готовили оливье и приносили вот на вечеринку, где были международное такое сообщество. Так, и что иностранцы, как они отнеслись к оливье? Понравилось. Да? Американцам и китайцам понравилось. Американцам и китайцам. Вот они, да, родные души. Вот, поэтому для меня традиция — это отмечание Нового года. Да, отличная традиция. Давай еще один вопрос. Так. Сама атмосфера Нового года мне Давай тоже еще очень один нравится. вопрос. 10 вещей, может быть, не 10, а меньше, которые тебе нравятся в России и не нравятся. Может быть, там одна главная вещь, что нравится, что Давай, не нравится. да, может быть, одна, что нравится, что не нравится, и ты, потому что 10, конечно, сложно. Что нравится в России? Хорошо, может быть, не одна, я так вот быстро буду. Нравится то, что страна большая, очень разная, очень большая. Это нравится. Нравится, как ни странно, свобода. Это будет, наверное, и в нравится, и в не нравится, потому что страна контрастов. Здесь я чувствую себя очень свободно, но в то же время и не очень свободно. Это странно, это, не знаю, метаморфоза или как это правильно назвать, но это так. То есть я понимаю, что страна настолько огромная, что ты можешь, не знаю, уехать куда-нибудь в Сибирь, куда-нибудь там взять себе гектар, можно бесплатно взять гектар земли на севере, построить там дом, и ты вообще можешь там жить, и никто никогда там к тебе в гости даже не придет. Никто не будет знать, что ты там есть, кроме почтальона. То есть в этом плане, огромные какие-то не знаю, это... Как говорится, спрятаться и укрыться можно где угодно. То есть, да, но из минусов. Из минусов, наверное, в последнее время это небольшое такое закручивание гаек в плане, чуть-чуть как будто мы движемся назад в сторону Советского Союза в плане этого суверенитета, в плане закрытости, в плане суровых законов таких жестких. Я очень надеюсь, что
у ребят там наверху есть какой-то план, хороший план. И что все это нужно для чего-то, и в будущем мы скажем: о, ребят, спасибо вам за это. Я очень надеюсь. Потому что если нет, ну вот. Да, и еще одна вещь, которая не нравится быстро. Климат. Наверное, в северных регионах России климат, ну, такой, своеобразный. Хотя, с другой стороны, блин, есть юг, есть север, есть что-то посередине. Наверное, тоже есть вариации. На севере зато так прохладно, ну, комфортно зимой. На севере? Фу, летом, очень комфортно летом, мне кажется. Плюс 25, прохлада. Ладно, ты. Мне нравится, ну, ты меня тоже опередил, именно путешествия по России, потому что действительно, ну, даже при закрытых границах, в целом тебе есть куда поехать. Хочешь на море, хочешь на Северное море, хочешь в горы, да, хочешь поехать, там, не знаю, на Камчатку, во Владивосток. Да, здесь шаманы, здесь буддисты, здесь там христиане такие, здесь христиане-сяки. Есть еще Калининград. Да, который вообще европейский город. Да, как Россия, не Россия, непонятно, то есть очень разные. Да, мне нравится вот именно вот это вот... Разнообразие. Вспоминала русское слово, да. Разнообразие всего представленного в России. И в то же время мне не нравится то, насколько большая пропасть у нас между развитием разных регионов. То есть Москва, и если ты живешь в ней и, ну, не вникаешь в происходящее, то, в принципе, все супер. Ты живешь в куполе, да? Да. В таком, Да, большинство людей там образованные, продвинутые, разделяют какие-то современные прогрессивные взгляды, город красивый, транспорт, ну, я люблю транспорт в Москве, это то, о чем я готова спорить, но в то же время ты немножко уезжаешь, и ты видишь разруху, ты видишь людей, которые, ну, они действительно им не на что особо надеяться, они просто не знают, да, как вот им можно там зарабатывать больше, получить образование. Смотри, опять получается контраст. Да. Можно ли сказать, что Россия страна контрастов? Да. Огромная страна контрастов. Да. Потому что, с одной стороны, ты можешь пойти куда-то, тебя могут побить, с другой стороны, тебя могут там, не знаю, накормить, сделать все там для тебя хорошее и так далее. Ну, это факт, да. На самом деле, да, страна контрастов — Страна контрастов. И это, наверное, интересно. Да. А еще не нравится, ты вот сказал страна контрастов, есть такое словосочетание страна советов. Это вообще из Советского Союза выросло, но мне не нравится то, что большое количество людей в России, опять-таки выйдем за там, пределы нашего поколения там, и наших городов, обладают большим количеством стереотипов в голове и считают важным рассказать тебе, что ты делаешь неправильно, как тебе нужно жить. Там, во сколько лет тебе нужно выйти замуж, родить детей, потом, если ты их родишь, как тебе нужно их воспитывать. Ну, вот такие проблемы с личными границами, мне кажется, что это есть. Я с этим, ну, сталкиваюсь, и в целом много кто с этим сталкивается, поэтому вот это вот желание дать советы, когда тебя о нем не просят, мне не нравится. Ну, у меня нет проблем с тем, что вы мне давали советы, а если советы хорошие, то, пожалуйста, дайте мне какой-то хороший совет, научите, как, например, паковать вещи быстро и вообще без проблем. Но об этом мы уже поговорим, наверное, в другой раз, да, Юля? Да. Мы еще обязательно вернемся к этим комментариям под видео. Там еще много всего интересного. Да, там много всего интересного, друзья. С вами на сегодня мы прощаемся. До встречи в следующем видео и пока-пока. Спасибо большое за интересные вопросы. Задавайте еще. Пока-пока.